Всем привет, это Эффектуризм. И сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такой эффект моргающего текста. И сегодня хочу показать два способа. Один попроще и более наглядный, но менее гибкий. И второй, который немного более сложен для понимания, но позволяющий добиться гораздо более интересных результатов. Ну что же, давайте начнем. Для начала открываем панель эффектов, переходим в эффекты, берем пустую Fusion композицию и добавляем на таймлайн. Можно оставить ее стандартной длины, но давайте немножко увеличим до 8 секунд и переходим во Fusion. Дальше нам понадобится нода Text Plus, берем ее с панели быстрого доступа, либо же добавляем, как обычно, через Shift-пробел. И давайте что-нибудь в ней напишем, например, текст-эффект. Давайте выведем ее в правый вьювер, нажав кнопку 2, либо же вот на эту точку. Увеличим немного его размер. И давайте выберем какой-нибудь шрифт, отличный от стандартного, например, вот такой. Дальше. Давайте сделаем текст немного более интересным. Поэтому для этого давайте перейдем во вкладку Shading. И здесь Select элемент. Смотрите, у нас сейчас выделено один, это обычный просто сам по себе текст. И здесь можно добавлять различные ему элементы. Например, второй, он уже немного преднастроен, называется Red Outline. Если хотите, его можно переименовать. Здесь мы его включаем, и таким образом у нас появляется красная обводка. Давайте поменяем цвет. Вообще можно оставить и красный, если вы хотите. Вот так. Такой текст мы получили. В принципе, и сам текст можно перекрасить из белого в любой другой эффекту. Это никак не помешает. Теперь снова переходим в вкладку «Текст», нажимаем правой кнопкой по полю ввода и выбираем Follower. Это модификатор, о котором я уже рассказывал в одном из своих видео. Сейчас вы увидите подсказку. Если не смотрели и не знакомы с этим модификатором, пожалуйста, переходите и посмотрите. Итак, переходим во вкладку Modifiers, которая у нас активировалась после того, как мы выбрали модификатор. Итак, что нам здесь нужно? Order. Нам нужно здесь выбрать Completely Random, для того, чтобы буквы моргали полностью беспорядочно, не шли друг за другом, не имели вообще никакого порядка в этом эффекте. И здесь в поле Delay нам нужно поставить разницу в кадрах между эффектом, который будет воспроизводиться с каждым символом. То есть начнет воспроизводиться эффект, который мы сейчас будем создавать на какой-то одной букве, и потом на следующий он начнет воспроизводиться через некоторую задержку в кадрах. И давайте поставим для начала 3. Вообще, в целом, разницы никакой, какую именно вы задержку поставите. Но я имею в виду, что визуально эта разница будет, я имею в виду, что будет работать при любом значении, и даже при отрицательном. Итак, теперь смотрите, как предлагали делать этот эффект другие авторы на YouTube, которые я видел, и мне эта реализация не нравится, лишь потому, что она не совсем совершенна, она прекрасно работает, ей, естественно, можно пользоваться. Итак, смотрите, переходим в Shading, у нас выбран здесь элемент 1, White Solid Fill, и у нас есть параметр Opacity, это прозрачность. Пока что она здесь ни на что не влияет, потому что мы еще не создали ключевой кадр. Именно так оно работает в модификаторах. Если бы мы просто в тексте это делали, понижали прозрачность, то вы бы сразу увидели. Итак, давайте перейдем в нулевой кадр, ставим ключевой кадр и убираем opacity в 0. Дальше давайте перейдем, например, в третий кадр, поднимаем opacity опять и переходим в шестой кадр и убираем opacity в 0. Итак, что у нас пока что получается? Вот такая штука. Анимация заканчивается
вот где-то там вот здесь, в 37-м кадре, потому что она у нас проходит всего один раз. Если мы откроем Keyframes, итак, вот наши ключевые кадры. Смотрите, какой есть вариант продления этой анимации. Мы выделяем вот эти 3 ключевых кадра, зажимаем Ctrl и перетаскиваем их. Таким образом, создавая копию. Один раз, потом второй раз, потом третий раз. Вот так. И если мы перейдем в нулевой кадр и заново проиграем нашу анимацию, то она уже будет длиться несколько дольше. Это не очень удобно. Если ваша анимация достаточно длинная, то вот так вот перетаскивать, копировать, это достаточно долго. Конечно, можно выделить еще, теперь все. И с помощью Ctrl все это еще раз продлить. Как по мне, такое себе. Есть, например, вариант следующий. Закрываем Keyframes, открываем панель Spline, выбираем Opacity, нажимаем вот эту кнопку Zoom to Fit для того, чтобы увидеть все наши ключевые кадры. Теперь выделяем все 3 ключевых точки и выбираем Set Loop. И таким образом у нас анимация продлевается до конца. Плюс можно изменить форму этой анимации, например, сделать ее угловатой. Вот такой вариант. И оно тоже будет работать вот примерно так. Можно поставить, если анимация слишком быстрая, можно поставить чуть большую задержку кадров. Вот здесь follower в вкладке Timing. Не 3 кадра, например, 6-7. Вот. Кроме того, можно вернуть форму елочки, как она была изначально, тогда анимация будет не такой резкой. Хотя, в принципе, практически то же самое. Вот, как по мне, это не очень здорово. Но давайте пока продолжим. Давайте применим то же самое, только еще и к другому слою, то есть к обводке. Давайте перейдем в второй элемент. И также только не с нулевого кадра начнем, а с первого. В первом кадре убираем opacity, именно обводки, в 0. В 4-м кадре поднимаем. А в 7-м кадре опять убираем в 0. Теперь снова открываем панель Spline. Opacity 1 мы удалим, так как мы с ней уже работали. Ну, в смысле, уберем отображение. Выделим здесь 3 точки и тоже поставим Set Loop. И теперь давайте проиграем анимацию. И теперь у нас моргает не только текст, но и еще и обводка. Вот такой способ. Как по мне, это не самая удобная реализация и не самая гибкая. Хотя она работает. Сейчас я вам покажу тот способ, который мне нравится гораздо больше. И когда я увидел вот эту реализацию, я сразу подумал, почему бы не сделать это по-другому. Итак, сейчас я вам расскажу, что придумал я. Давайте выберем, точнее добавим другую ноду Text Plus. Также здесь напишем текст эффект. Выберем такой же шрифт. И увеличим его размер. Так, в панели Shading также включим обводочку. Перекрасим. И снова включаем модификатор Follower. Ставим задержку. Ну, пусть будут те же 3 кадра. Completely Random выбираем порядок. И теперь также будем анимировать параметр Opacity для
самого текста, а также для обводки. Но мы будем анимировать его не вручную, а с помощью другого модификатора. И да, это абсолютно нормальная практика, параметры одного модификатора анимировать с помощью другого модификатора. Итак, выбираем первый элемент, то есть сам белый текст, и нажимаем правой кнопкой по параметру Opacity, Modify With, и выбираем Perturb. И у нас появляется во вкладке Modifiers еще один модификатор. Для того, чтобы между ними переключаться, достаточно просто двойного клика. Если вы хотите вернуться и что-то отредактировать в модификаторе Follower, просто двойной клик здесь, и он раскрывается. Смотрите, у нас есть параметр Value, который, по сути, будет регулировать саму эту прозрачность. Также здесь это можно делать. Straight. Этот параметр у нас отвечает за то, насколько будет широк диапазон изменения самого этого параметра. У нас, если вернуться в follower, у нас opacity от 0 до 1 может изменяться. Так вот, параметром straight мы назначаем, насколько будет изменяться от единицы, насколько ближе к нулю будет подходить этот параметр. Параметр Wobble, один из самых интересных параметров этого модификатора, он добавляет еще такое дополнительное моргание в данном случае. То есть он еще такие поддергивания добавляет к изменению параметра. И speed — это, естественно, скорость вообще изменения того параметра, который мы модифицируем. В данном случае это параметр opacity из модификатора follower. Думаю, приблизительно ясно. Давайте попробуем поменять параметры и посмотреть, что у нас получится. Давайте straight сделаем побольше, добавим еще дополнительных морганий и speed. Speed давайте пока сделаем повыше. Итак, смотрите, что у нас получается. Вот такой эффект. Давайте straight поднимем еще. Допустим, уберем практически дополнительные помаргивания, и у нас будет вот так. Можно скорость еще больше поднять, и тогда получится вот так. Такой эффект стробоскопа практически. В общем, вы можете поиграться с этими параметрами как вам угодно, посмотреть и выбрать для себя лучший эффект. И теперь то же самое можно сделать и для обводки. Для этого также нажимаем правой кнопкой по Opacity, Modify With и выбираем Perturb. И точно так же меняем значение параметров. Ну, я вообще сейчас ставлю наугад, потому что в любом случае смотрится он достаточно интересно. И давайте воспроизведем. И видите, у нас текст моргает вообще независимо даже от обводки. И смотрится достаточно интересно. Так что настраивайте так, как вы хотите, добивайтесь того эффекта, который нужен вам. А сейчас давайте посмотрим, как этот эффект можно развить еще. Давайте добавим еще одну ноду Text Plus. Выберем снова шрифт. Выведем ее в правый вьювер. Увеличим размер. Вот так. Теперь давайте ее скопируем. В ней уже в копии выключим White Solid Fill и включим Red Outline. И перекрасим его в какой-нибудь такой цвет. И у нас получается следующее. Теперь давайте объединим эти два текста с помощью ноды Merge. У нас получается вот так. И теперь давайте снова выбираем здесь Follower. Ставим некоторую задержку. Completely Random. Переходим в Shading. Выбираем первый элемент, проверяем, что он у нас включен. И Opacity модифицируем с помощью Perturb. Выставляем любое значение параметров, проверяем, все отлично. Переходим в копию ноды Text Plus. Также в ней включаем Follower.
Также выставляем некоторую задержку, completely random, переходим в shading, и здесь вот почему-то на этой вкладке параметры не совпадают с тем, что у нас выставлено в основных настройках ноды. Поэтому здесь не забываем, выключаем текст, включаем обводку. Какой здесь цвет стоит, роли в принципе не играет, потому что цвет все-таки берется из основных настроек ноды Text+. И точно так же модифицируем параметр opacity с помощью perturb. Рандомно или не рандомно выставляем параметры и смотрим, все, работает. Зачем мы все это дело разделили? Например, для того, чтобы к обводке, допустим, добавить свечение. Например, возьмем ноду Glow, добавим ее именно к обводке и настроим. Видите, светится у нас только обводка. Итак, эффект смотрится достаточно интересно. И что еще интересное, я вам хочу показать. Это также касается модификатора perturb. Смотрите, параметр value, который мы пока что не трогали. Смотрите, если его опустить, то можно добиться того, что у нас обводка будет видна только в том случае, когда она будет достигать верхнего значения. То есть она будет появляться не всегда и только в самом ярком моменте. Смотрите. Сейчас она появляется гораздо реже. И только, скажем так, в пике. Можно опустить еще. И она будет появляться еще реже только тогда, когда модификатор perturb доводит значение этого параметра до самого верха. Здесь на клеточках смотрится не лучшим образом. Давайте не так. Где же у нас нода Media Out? Вот. Давайте посмотрим это на вкладке Edit. Вот так. Смотрите, как это будет выглядеть на черном фоне. Это уже гораздо интереснее, мне кажется. И именно такого эффекта было бы добиться сложно, делая вот этот эффект первым способом. Кроме того, все-таки возвращаясь к ключевым кадрам, если вам нужно сделать так, чтобы этот эффект закончился и, например, обводка перестала моргать, то как раз-таки единственный вот этот параметр можно анимировать. Давайте, например, где-нибудь со 150 кадра мы сделаем так, чтобы обводка перестала моргать в принципе. В 150 кадре ставим ключевой кадр и, допустим, в 190 мы хотим, чтобы все, обводка больше не моргала. Мы доводим параметр value до значения, когда у нас обводка будет видна вообще всегда. Вот так. И смотрите, что у нас получается. Видите? Обводка потихоньку стала появляться чаще, чаще, чаще. И после этого она перестала моргать совсем. По-моему, это очень, очень классный параметр. Кроме того, этот эффект еще и может выглядеть следующим образом. Давайте выведем ноду Glow в правый вьювер, которая подсвечивает у нас только обводку текста, то есть текст просто с контурами. И смотрите, тут у нас в perturb параметр value мы опустили до достаточно низкого значения, чтобы у нас текст появлялся только в самых ярких моментах. И потом через некоторое количество кадров мы его увеличили так, чтобы обводка вообще перестала моргать. И смотрите, что будет, если оставить только обводку текста. Давайте отключим левый вьювер, чтобы он не мешал.
еще и такой эффект можно получить. Так что этот способ, как по мне, реально гораздо более совершенный. Вот, в общем-то, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Я надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Поэтому спасибо большое за просмотр и всем пока.